Когда проект сложный, это в любом случае самописное решение. Нужно что-то больше, черт его знает. Ни у кого пока нету аналогов, на которые могли заходить клиенты и в лучшем случае найти то, что им нужно. Так в двух словах не расскажешь. Да, ожидания совпали, результат от которого многие были в восторге. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились на наше интервью. Можешь рассказать в двух словах о истории создания компании? Компанию основали как таковое само ядро в 1994 году. Называлась Страховой альянс Меркурий М. С таким названием учредительство существовало 10 лет. Было принято решение назвать, переструктурировать компанию, называть Страховая компания Краина. Далее в 2005 году открылось первое региональное представительство в городе Харьков. А в 2006 году создан текущий визуальный стиль и зарегистрирована торговая марка. Какие сейчас там объемы компании, да, вот там в плане, может быть, филиалов там? Около 50-60 точек продаж. Отлично. Перейдем к вопросам о особенности работы с IT-компанией Визом. Так в двух словах не расскажешь. Начиналось все с того, что когда я пришел в компанию, скажем, были большие вопросы с текущими на тот момент веб-ресурсами. Они были откровенно устаревшие. Собственно, весь страховой рынок активно двигался в сторону электронных продаж. Мы откровенно отставали. Нужно меняться, и мы объявили тендер. Вспомни, когда вот вы искали компанию, кого именно вы хотели найти? Тогда на этот вопрос было сложно ответить, кого мы хотим найти, потому что тогда никто не понимал, кого вообще нужно искать. В 2017-2018 году для страхового рынка Украины появилась возможность продавать электронные полиса. Угу. И, соответственно, все туда активно ломанулись. У нас на тот момент был основной домен и был поддомен, на котором мы самостоятельно... Пытались продавать, да? Да, мы самостоятельно нашли, скажем так, локальных подрядчиков и попытались создать на поддомене небольшой интернет-магазин. Не совсем это получилось. Нужна была попытка номер 2, но было понятно, что делать вторую попытку на поддоменах не совсем правильно. Нужно что-то больше. Нужны какие-то пространства и возможности для того, чтобы оказывать, скажем так, полный спектр страховых услуг клиентам в онлайне. И вот с этой уже задачей мы начали искать подрядчика. Мы поняли, что таких компаний на рынке нет, потому что опыта нет. До 2017 года никто этим не занимался. У всех максимум, что было, это был обычный стандартный сайт, скажем так, корпоративный, информационный. И там не было никаких решений. А когда вопрос стал... Для всех это было что-то такое новое в плане разработки, да? Это было абсолютно новое. Соответственно, когда это абсолютно новое, у даже IT-компаний, компаний, которые занимаются веб-разработками, софтовыми разработками, таких решений нет. Все предлагали что-то, какое-то свое видение, но 100% тогда было понятно, что никто не понимал, как это делать. Поэтому какую компанию мы бы не выбрали, это были бы, скажем так, все равно попытки создания с нуля. То есть это вообще все с нуля. У вас был на поддомене, да, какое-то решение. Да. Вот. У нас-то была полностью индивидуальная разработка. Какие плюсы и минусы в разработке на индивидуальных решениях, либо на готовых CMS-ках? Собственно, когда мы к вам обратились, у нас оба сайта были, это было ни странно, на WordPress. То есть, это не индивидуальное решение, есть готовая CMS-система. Вообще все его, скажем так, основное ядро, в принципе, было сделано на WordPress, и последующие какие-то доделки тоже делались на WordPress, но самое страшное это было в том, что отдельные модули со временем делались на разных версиях. И существовали они между собой очень плохо. Соответственно, основной сайт, который 2006 был, года, который нужно было, собственно, вести, там даже WordPress нельзя было обновить, потому что это все могло бы посыпаться. Под такие проекты большое преимущество – это использовать открытые фреймворки и полностью собирать CMS под себя, потому что проект большой, сложный, и он требует индивидуальных решений, таких, которых, скажем так, готовые собранные CMS-системы дать не могут. Просто. Они просто не могут это сделать. А подскажи просто, а были какие-то альтернативные решения, предложения нашему? Когда мы проводили тендер, да, мы послушали много компаний, поскольку
опыта на рынке не было ни у кого. Мгм. У каждой компании, к которой мы обращались, было объективно свое видение, и оно кардинально отличалось. И мы понимаем, что с кем бы мы ни двинулись, это все равно было бы, ну, опять-таки, с нуля. Ну, то есть это уникальное решение. Подвели к следующему вопросу. А почему решили выбрать, остановить выбор на нашей компании? Как происходил процесс выбора? Какие там, может быть, были критерии? Критерий был следующий. То есть у нас было видение. У нас, скажем так, целый список, набор функционалов, мы хотим вот это. Мы пока не знаем, как это сделать, но это нужно было все собрать в кучу. И вот мы с каждой компанией, которая принимала участие в тендере, это все проговаривали, собирались, презентовали, рассказывали, скажем так, и уже потом коллегиально мы, скажем, выбирали наилучшее решение. Тех, кто, скажем так, Лучше профессионально импонировал, тех, у кого кейсы лучше были. Я не говорю сейчас конкретно там о кейсе в этой сфере, их не было ни у кого, Ну да. а вообще. В целом просто проект, да? Кто цену, естественно, лучше дал, ну это объективно. Кто, в принципе, просто понравился, потому что были такие, которые приходили и там с бубном танцевали, чего-то непонятное, мы вам сделаем, супер классно. Вы среди ряда этих параметров были лучше, поэтому вас Супер. выбрали. Какие сложности были во время разработки и как с ними боролись? В той сфере, в которой мы работаем, создать просто сайт, который тебе нравится и который ты хочешь, не совсем достаточно. Здесь нужно... Красота это Да, не самое красота, главное. нет, это главное, но Не не самое, да. Есть регуляторы, и у регуляторов есть определенные требования, в какой доступности та или иная информация на сайте должна быть. И это прям прописано. Собственно, учесть все так, чтобы потом, когда регулятор будет этот сайт проверять, у него не возникло вопросов таких, которые заставят все переделать. Такой еще вопрос. Вот в процессе разработки были ли ситуации, когда вот ваши какие-то идеи или предложения, там, возможно, либо наши, шли вразрез друг к другу, да, и там, возможно, были какие-то конфликтные ситуации, споры? Какие-то, может быть, мелкие. Чаще всего, если у нас возникали какие-то спорные моменты, мы собирали команду. Чаще всего это был, естественно, project менеджер, там, дизайнеры, основные разработчики, с которыми мы собирались, как бы общались. Был старт проекта, поиски, подготовка. А совпали ли ожидания ваши перед стартом и вот с тем результатом, который вы получили? Да, ожидания совпали, потому что страховая компания – это немного неповоротливый бизнес, в моем сугубо субъективном мнении, и который не так быстро, скажем так, меняется, как, возможно, другие сферы. Но сейчас это уже происходит быстрее. Но к чему я это говорю? К тому, что когда мы переделывали сайт, не было такого на рынке, что там переделывали все вместе с нами, и у всех там вау, сайты там, и так далее. Ну, для многих это, наверное, было удивление, и приятно было получать обратную связь, что когда там и другие участники рынка такие... Это было неожиданно вау, для всех, да? Да, прикольно. Естественно, было приятно, да. Какие были ощущения, что вы почувствовали, когда вот запустили первую версию сайта, да, вот новую корпоративного сайта? Было в определенном роде облегчение, потому что мы избавились от старого, неинтересного, некрасивого Франкенштейна и сделали нормальный, функциональный, привлекательный сайт, на который могли заходить клиенты и в лучшем случае найти то, что им нужно. Мы говорили о том, что да, вот о технологиях, да, кастомная разработка, какие-то готовые. Как ты считаешь, там, допустим, могли получить такой результат там на других технологиях? В большей степени говорить о том, что у нас что-то прям уникальное с точки зрения решений, нет. Применяются все те же решения, такие же, как и для, скажем так, привычных рынков, да. Там Яком, скажем так, там, и так далее, и тому подобное. Но для нас просто это нужно было адаптировать. Поэтому решение целиком и полностью устраивало. Можно ли было использовать что-то другое для этого? Да, конечно, можно было. Какой бы результат, черт его знает. Ни у кого пока нету аналогов. Может быть, да, там дашь совет другим. В каких случаях стоит разрабатывать на каких-то готовых системах, либо использовать индивидуальные решения? Готовое решение подходит для тех сфер и для тех бизнесов, у которых сайт сугубо контентный. Здесь подходит готовое решение. Там не нужно каких-то сложных вещей, и в большей степени те решения, которые есть сейчас на рынке, они целиком и полностью это закрывают. Когда проект сложный, это в любом случае самописное решение. Поделись планами по развитию проекта, что планируете в дальнейшем? Система управления своими страховыми услугами для клиента на сайте.
То есть это, скажем так, модули, которые появятся непосредственно на этом же сайте, куда может зайти клиент и в электронном виде, в цифровом виде, не выходя из дома, получить абсолютно весь спектр страховых услуг. Мы еще 2 года назад задались вопросом, как вообще все это сделать в одном виде, в одном месте. Чтобы закрыть удобно, все услуги. Да, закрыть сюда. все услуги, комплекс. А после этого третий этап – это мобильное приложение. Тимур, расскажи, пожалуйста, насколько было комфортно работать с IT-компанией Визом? Приятно, что, во-первых, команда практически всегда на связи, быстро подключается к решению вопросов. Сложностей в каких-то процессах глобальных прям супер не возникало, и результат, от которого многие были в восторге. Ну, что еще сказать, здорово. Отлично, спасибо. Есть у тебя страховка, какая у тебя? Цинская есть. Есть ли у вас конкуренты? Конечно. Индивидуальное решение от Визом, либо коробочное решение? Везом. Самый кассовый страховой случай по выплатам компании? 2 миллиона. Дадите ли корпоративную скидку первым 5 клиентам, которые придут от компании Визом? Дадим.